Добрый день! Сегодня я решила вам показать, как много летних нарядов я шила для своей дочки в этом году. Вот это они примерно тут все. Сейчас я покажу вам их в отдельности. И первый идет комплект из блузки и брюк кюлот. Его я шила из хлопка крэш. Это хлопок с эффектом мятости. Он является самым любимым в гардеробе моей дочки, потому что он довольно-таки просторный, свободный, что брюки кюлоты, что блузка сидят на ней свободно, не сковывает ее движения, и при этом она вполне симпатично в них выглядит. И вот на данный момент, как я уже сказала, он у нее фаворит. Ссылки на все видео с мастер-классами по пошиву данных изделий смотрите в описании к этому видео. Далее идут максимально удобные летом бриджи. Эти бриджи я шила по выкройке из журнала Отобра. Довольно-таки просторная, свободная модель, удобная в носке. Их я шила изо льна, и лен тоже крэш. Лен с эффектом мятости, он умягченный, приятный на ощупь. Ну и шорты. Куда же летом, опять же, без шорта. Шорты пошиты также изо льна. В качестве верха к этим бриджам и шортам я сшила вот такую вот замечательную тунику из батиста с мушками. Обратите внимание, она также свободная, просторная, максимально удобная, не сковывает движение ребенка, и при этом натуральный тонкий батист позволяет коже ребенка дышать. Смотрите, она одинаково красиво смотрится и с шортами, и с бриджами. Ну и, конечно, куда же летом без панамки. Обратите внимание, какую симпатичную панамку я шила изо льна. Из тонкой крапивы я шила для дочки вот такой вот замечательный комбинезон. Он максимально удобный. Вроде бы резиночка подчеркивает талию, но при этом нисколечко не мешает ребенку свободно этот комбинезон одеть. Моя дочка, например, очень легко с ним справляется, и в том числе с пуговичками. Только вот она, надо сказать, путает зад-вперед, но это не беда. А комбинезон, повторюсь, сшит из тонкой крапивы. Ну и платье. Куда же летом без платья? Вот это вот замечательное платье на кнопочках я шила из тонкой конопляной ткани. Оно идеально на лето для ребенка. И красиво смотрится, и при этом натуральная ткань дышит. И надо сказать, она не так уж и сильно сминается. То есть мне не приходится подглаживать, если дочка одевает это платье второй раз. Также я шила вот такое вот замечательное платье А-силуэта с пышным рукавом из муслина. Оно также удобное и нравится дочке. А вот этот белый сарафан сшит из ажурного хлопка на подкладе из батиста. Дальше идут брючки. Вот я пошила вот такие вот симпатичные джоггеры с боковыми карманами и с задними накладными карманами. Эти джоггеры я сшила из плотной крапивы. Это вот на прохладные денечки. Их носить просто идеально. Также по этой же выкройке я сшила джоггеры уже из черного льна. Ну, даже не черный, он, скорее всего, серый. Абсолютно такой же размер, фасон, все идеально. Только они, естественно, тоньше, потому что это лен крэш. Как я уже говорила, лен с эффектом мятости. На прохладные летние денечки я шила вот такое вот замечательное пальто. Пальто без подклада, из плотной крапивы. И, надо сказать, оно вполне со своей функцией справляется. То есть вот на прохладные вечера дочка одевает, с молнией она легко справляется, ее застегивает. И от ветра, и от легкой прохлады она спасена. Также посмотрите, какой симпатичный капюшон на небольшой резинке утяжки.
Спереди карман я украсила ручной вышивкой. Это буква «Н». Мою дочку зовут Настя. А сзади, обратите внимание, какой замечательный рисунок акриловыми красками сделала моя подруга. Это куколка Лол, любимая игрушка моей дочки. И она теперь от этого пальто просто в восторге. Вот далее будут фотографии, но на них пальто еще не разукрашено. Дочка вдохновилась работой моей подруги, и посмотрите, какой рисунок на своей майке она уже нарисовала сама. Это девочка, домик, травка, небо. Просто восторг. Ну и на прохладную погоду я шила дочке костюм из футера двунитки. Это спортивные штаны и худи. Худи с капюшоном и карманом кенгуру. Капюшон на веревочке. Петельки я пробивала сама на обычной швейной машинке. Также в дополнение к этому костюму я сшила еще запасные штаны уже из принтованного футера. И надо сказать, дочке с ними больше нравится носить это худи, потому что они вот какие-то веселенькие или что. И надо сказать, и костюм с этими штанами смотрится лучше. Но вторые штаны никогда не помешают. Также на лето из муслина я шила вот такой вот банный, он же пляжный халат. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.